Наука запустила орбитальные аппараты на Нептун, ликвидировала оспу и создала суперкомпьютер, который может делать 60 триллионов операций в секунду. Наука освобождает нас от суеверий и догм и позволяет нам основывать свои знания на доказательствах. Впрочем, не всех. Я рассматривал ранее, как организованная вера и примитивные религиозные ценности наносят вред нашим жизням. Вы берете женщин и одеваете их как шлюх. Я не одеваю женщин, они сами одеваются. Они нет, но для вас это норма. Линия разлома даже глубже, чем религия. Есть два способа видеть мир: через призму веры и суеверий или посредством строгой логики, наблюдений и доказательств, посредством разума. Однако сегодня с разумом ведут войну. Я собираюсь противостоять эпидемии рационального суеверного мышления. Знает ли кто-то из вас духа по имени Чарли? Я верю. Вы действительно верите? 100%, это чистая истина. Вы серьезно верите в это? Потому что это было мне доказано, несмотря на мою рациональность. Это мультимиллионная индустрия, которая истощает нашу культуру. Астрология приводит к божественному и священному, слова, которые вам не очень нравятся. И взращивает гуру нового поколения, которые уговаривают нас убежать от реальности. Древесность является духовным качеством. Или каменистость. Да, и каменистость, конечно. Как ученый, я не считаю, что наша терпимость к иррациональным суевериям безвредна. Я убежден, что это основательно подрывает цивилизацию. Здравомыслие и уважение к фактам – это источник нашего прогресса, наша защита против фундаменталистов и тех, кто наживается на сокрытии истины. Мы живем в опасные времена, когда суеверия набирают силу, а рациональная наука находится под угрозой. В этом фильме я собираюсь бросить вызов врагам разума. Враги разума. Рабы суеверий. Триста лет назад, в эпоху Просвещения, ученые и философы от Галилея до Дэвида Хьюма обладали мужеством отстаивать свои интеллектуальные принципы и здравый смысл. Рациональная наука, которую они основали, дала нам реальные преимущества. Все, от антибиотиков до электричества, от канализационных систем до спутников. И это не только материальный прогресс. Возросшая средняя продолжительность жизни, здоровье и досуг, обеспечиваемые современной медициной и промышленными технологиями, предоставили людям больше времени, чем когда-либо, для самообразования, творческого выражения и размышлений о жизни. И вот в этот замечательный, построенный разумом мир возвращается примитивное невежество, возрождающее разношерстные суеверия. Где лучше начать мое путешествие, как не на ярмарке новой эры? Здравствуйте, что вы делаете? Какими способами умеете гадать? Любыми. Гадание на картах Таро, кристальный шар. Это Джордж. Здравствуйте. Что вы можете сделать для меня? Мы можем сделать фото вашей ауры. Хорошо, мне это нравится. Так, и что я должен делать? Сесть вон там? Присаживайтесь. Очки снимать? И что мы тут получили? Знаете, вокруг вас сейчас находится пара духовных гидов. Я думаю, это потому, что в вашей жизни что-то изменяется. Я думаю, это про вас. Как хорошо быть самодостаточным. Так, а что у вас здесь? Похоже, у вас есть кто-то в душе, кто близок к вам и кто вас крепко обнимает. Ой, это очень приятно осознавать. Все эти люди пожинают плоды науки и здравого смысла, но преобладает здесь атмосфера слабого подобия на научное мышление. Значит, вы можете научить меня пользоваться моей психоэнергией. Ага. Это идея. Вы можете доверять этой энергии больше, чем своему разуму. Иррациональность вплетается в ткань современной жизни. Мы бездумно потакаем антинаучному заблуждению.
Я шутливые близнецы. Водолей. Рыбы. Астрология настолько проникла в общество, что практически каждый знаком с предполагаемым характером своего знака зодиака. Они яркие, немного ненадежные, любят путешествовать, не сдержаны, всецело духовны. Преданы, тратят много денег, лидеры. Их настроение качается из стороны в сторону. Минуту назад оптимист, теперь грустный. Никогда не угадать, как говорит мой муж. Четверть населения Британии утверждает, что верит в астрологию. Это больше, чем верят в любого из богов, навязываемых религией. День за днем астрологические гороскопы занимают все больше места в газетах, вытесняя статьи о науке. Забавно, но это противоречит нашему современному табу на ленивое стереотипирование. Как бы мы реагировали, если бы газеты публиковали ежедневно что-то типа: «Немцы, в вашей природе быть трудолюбивыми и педантичными, что должно послужить вам сегодня на работе. В личных отношениях, особенно сегодня вечером, вам следует обуздать вашу естественную склонность к подчинению порядку. Китайцы, загадочность имеет множество преимуществ, но сегодня может быть губительной. Британцы, ваша жесткая верхняя губа может сослужить вам хорошую службу в деловых отношениях, но постарайтесь расслабиться и позволить себе социальную жизнь». И так далее до 12 национальных стереотипов. Конечно, астрологические колонки не так оскорбительны, но мы должны спросить себя, а в чем, собственно, разница? В обеих случаях присутствует ничем не обоснованная дискриминация, разделяющая человечество на эксклюзивные группы. Итак, я собираюсь выяснить, как торговцы подобным иррациональным бредом смогут оправдать то, что они делают. Это карта Вселенной. С Лондоном в ее центре. Враги разума. Я всегда думал, что в 21 веке наука и разум давно уже очистили общество. Однако нас до сих пор ежедневно подстрекают вернуться во мрак суеверного прошлого. Астрология — это примитивная система верований, порожденная псевдонаукой. Она высокомерно возносит людей на вершину Вселенной. Планеты движутся только для того, чтобы предсказывать мелкие события в нашей карьере или личной жизни. Она была изложена во II веке нашей эры философом Клавдием Птолемеем и с тех пор не изменилась, несмотря на открытие новых планет и сдвиг оси вращения Земли на 23 градуса со времен Птолемея. Вы можете задать вопрос, например, кто украл мои деньги? Она не имела смысла, когда была придумана. Сейчас же имеет еще меньше. Читаете это так, как будто бы вы думаете, что они в этом разбираются. Вы и правда думаете, что планеты имеют реальное физическое воздействие, которое проникает сюда и оказывает влияние на людей? Я полагаю, что это сложно увидеть. Вы пытаетесь понять астрологию как возбудителя. Слишком сложно представить, как все происходит. Вам следует рассматривать планеты в качестве символов. Когда вы смотрите на движение Сатурна по зодиаку, это очень сильный знак происходящего в личной жизни. Честно говоря, я никак не могу сообразить, как они могут быть символами. Как вообще восход Сатурна может влиять на физиологические процессы в теле человека? Позиция планет — это... Как оно может работать? Это вы хотите меня спросить? Как оно может работать? Да, как это работает? Я говорил вам, что я не знаю. Это темная, глубокая тайна. Однако нет тайны в том, что читатели находят совпадения в газетных гороскопах. Физиологи определяют это как эффект Барнума. Это значит, что люди склонны верить, что утверждения относятся к ним лично, хотя фактически они настолько общие, что применимы к кому угодно. Мы можем провести эксперимент для проверки ваших прогнозов. Одним людям прочитаем гороскопы их знаков, другим случайно выбранные. Например, весам гороскоп от рыб и так далее, и посмотрим, насколько точными были прогнозы. Да, но это неправильно, то, что вы собираетесь сделать. Может быть, но ведь это неплохой тест. Как вы думаете?
Тест чего? Ну, насколько точны ваши прогнозы? Я думаю, что ваши намерения недобрые, и результат ваш будет неверным. Окей, я не собираюсь делать дурного. Моя цель лишь экспериментальная проверка, научный тест. Но даже если это нехорошо, какое влияние это может оказать? Может повлиять. Что бы вы ни делали с астрологией, намерения тут сильны. Я просто подумал, что вы будете стремиться к этому. Видите, факт в том, что вы не пытаетесь меня переубедить, потому что в глубине души сами в это не верите. Я не уверен, что вы готовы поставить свою репутацию под удар. Я просто не верю в эксперименты. Это же так просто. То есть ваша ситуация беспроигрышна в любом случае, верно? Надеюсь. Невзирая на опасения Нейла Спенсера, я хочу провести простой опыт. Мы выбрали случайным образом 20 человек. Мы попросили их прочитать гороскоп Козерога на ближайшую неделю, но в качестве теста сообщили им, что это гороскоп их собственного знака. На вашей стороне не только умный Меркурий и амбициозный Марс, удача и успех, но теперь и Солнце стало в ту же осевую серединную гавань угла вашей солнечной карты. Ничего не понимаю. Короче, настал момент приложить усилия, чтобы стать тем, кем вы мечтаете стать. Однако помните, что будут и другие, которые хотят того же, и они не остановятся ни перед чем, чтобы это получить. Астрологи говорят, что это годится только для козерогов. И что реально получилось? Водолей. Да, может быть. Стрелец. Надо признать, я чувствовала некоторую энергию Меркурия на этой неделе, потому как мало аргументов вокруг и много плохих флюидов. Да, кое-что имело смысл. Овен. Что за старомодное барахло, Стрелец? Ко мне это относится не больше, чем к другим. Рак. Да, до некоторой степени. Я собираюсь пойти на курсы фламенко в Испании. Лев. Это относится ко мне вообще, не только на этой неделе. Рыбы. Куча мусора. Половине опрошенных гороскоп подошел, другой нет. Такие же результаты дают нормальные крупномасштабные эксперименты. Формально, только одному члену нашей группы гороскоп должен был подойти, Козерогу. И что же, подошел? Козерог. Не в этот раз, не! Может, я принимаю все слишком серьезно? Я уверен, что астрология вводит в заблуждение общественность, отрицает научный прогресс и унижает нашу Вселенную. Существует более полезный способ изучать космос. Астрономия — это триумф человеческого интеллекта, настоящая наука, непрерывно ищущая новые факты. Забудьте об астрологических табличках с их движением планет и созвездий из одного дома в другой. Сходите в настоящую обсерваторию и гляньте на Млечный Путь. Или отправьтесь за город и в безлунную ночь просто лежа поглазейте на звезды. С замиранием сердца вы увидите, как 100 миллиардов звезд вращаются во Вселенной, расширяющейся со скоростью миллионы миль в день. Свет от некоторых звезд начал свой путь во времена динозавров. Вы всматриваетесь вглубь машины времени. И в то время, как наука разгадывает величайшие загадки природы, наше общество погрязло в сверхъестественных верованиях. Половина населения Британии сегодня утверждает, что верит в паранормальные явления. Более 8 миллионов из нас признались, что консультировались у экстрасенсов. Все, что нужно сделать, Ричи, это вытянуть 8 карт. Пожалуйста. Саймон Гудфеллоу утверждает, что с помощью этих карт он может воспользоваться своей психоэнергией для настройки и общения с душами моих умерших знакомых. Эти голоса из прошлого, вероятно, могут помочь ему заглянуть в мое будущее. Итак, Ричард, спасибо. Сейчас я чувствую, как появляется кто-то с именем на букву «Г». Так я чувствую этого человека. Он был членом семьи. Также я чувствую, что он, похоже, был связан с рекламной деятельностью или с газетами. И он мне говорит об изменениях, которые вот-вот произойдут в вашей жизни. Вижу глобальные изменения в вашей работе сейчас и в будущем.
Фраза, которую обыгрывает Саймон, это уход на пенсию. Но это обычное дело для 60-летних. Это не будет столь беспокойно, это не будет столь активно для вас. Я действительно чувствую это, когда... Это можно применить к любому в моем возрасте. Но сможет ли Саймон детализировать свое утверждение? А что это был за человек с именем на букву «Г»? Тот, о котором вы рассказывали раньше. Ах да, человек на букву «Г». Ну, чувствую его присутствие. У меня нет ощущения, что это был член семьи, но у меня с ним был контакт. Мне показалось, что вы сказали, что он был членом семьи. Я сказал, что он был членом семьи? Я полагаю, что сказали. Ладно, поглядим, смогу ли я установить с ним контакт. Да, пожалуйста. Так, я его чувствую. Он увлекался многими вещами. У него был очень сильный характер. Еще одно ощущение пришло от него. Он обладал большой властью. Я чувствую, что он управлял какими-то войсками, возможно, в полиции. Знаете ли вы кого-нибудь с военным прошлым, кто был связан с вами? Ну, в моей биографии никого с военным уклоном не наблюдается. И на букву «Г» никаких соответствий. Ладно, сейчас. Дух Г больше не звонил. Но теперь из эфира прибывает другой В голос. котором мне дано имя на букву Е. Так, теперь у меня установлен контакт с женщиной, похожей на бабушку. Ее имя начинается на букву Е. Имя моей бабушки начиналось на «Е». Наконец-то какое-то совпадение. Да, что-то на Е. Расскажите мне о ней, пожалуйста. Женщина, которую я чувствую, у нее было много кошек. Много кошек? Возможно, нет. У нее никогда не было кошки, она не переносила их на дух. Ладно. Она любила собак, но не кошек. Не все могут связывать все, что скажет читающий. Не все. Я хочу сказать, что бывают люди, как вы. Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств. Люди сюда приходят с определенной целью. Им не нужны споры, им нужны указания насчет их жизни. И чтобы вы об этом не думали, Ричард, для многих людей это очень реальные вещи. Экстрасенсы, конечно, могут утверждать, что они общаются с мертвыми. Но я лично доказательств не вижу. Я озабочен тем, что для некоторых людей этот суеверный бред может оказаться совсем не безобидной шуткой. Если вы потеряли близкого человека, а я топчусь со своими воспоминаниями, говоря, что этот человек тут, и он говорит то-то и то-то, я имею в виду, что это не мое дело, и я делаю это только ради денег. Бывают случаи, когда люди потеряли кого-то, ребенка, например, и они не хотят признавать факт утраты и становятся зависимыми от этого. Итак, это женщина, которая пытается установить контакт с кем-то из зала. Дэрен Браун – известный иллюзионист, но также и скептик. Он отдает себе отчет в том, что его представления основаны на ментальных трюках. Она выглядит очень элегантно. Она ощущает вину. Чувство вины. Я думаю, ваш отец умер, когда вы были ребенком, не так ли? Он делится со мной информацией о том, как медиум может использовать совершенно земные коммерческие секреты. Мы используем навык холодного чтения, который является способом передачи информации кому-либо. Это выглядит так, как будто медиум знает о вас все, и он может выявлять факты, касающиеся вашей личной жизни, и описывать ваш характер так, чтобы вы были поражены. Это набор лингвистических трюков, когда произносят слова, а вы ловите в них смысл лично для себя. Это может быть очень убедительно. Она спрашивает меня про Чарльза. Когда медиум работает с группой, он бросается именами. Имя может совпасть для кого-то из аудитории. Напомнить ему человека, с которым он живет, или который умер. Или это чей-то друг. Может быть, все что угодно, лишь бы зацепиться за него. И обратить это в то, чего они ждут. Или в другое отношение. Пожалуйста. Это имя моего мужа. И, конечно, если они говорят, да, это был мой муж, тогда медиум может подхватить, да, точно. Он говорит, что он все еще любит вас, или что-нибудь в таком духе. И они оборачивают это так, как будто говорил ваш муж, хотя это мог быть кто угодно. Это могло быть имя любого, кто сидел рядом. Лили или Люси, что-то вроде этого. Не то чтобы расплывчато, но произнося вещи, применимые к любому, можно извлечь вполне конкретные детали. Он говорит что-то о шляпе, которая вам нравится. Однажды увидел собаку. Он говорил что-то сделать с его собакой, которая спит в прихожей. И ответ вроде нет. Да-да, что-то в прихожей. Может, образ собаки? Образ собаки в прихожей. И пришел ответ. Нет, но я просто запускаю другой образ семьи в прихожей. Или что-то подобное. Ага, он говорит, что ему не нравится образ прихожей. И про собаку забыли, а все началось с собаки.
Британии существует сеть из более 500 спиритуалистических церквей. Ночь четверга у них время сеансов. И мы просим построить нам мост между мирами, чтобы мы могли снова удостовериться в том, что мы избежим смерти. И наши любимые души навсегда с нами. Аминь. Я полагаю, что многие из вас знакомы со спиритуализмом. Спиритуализм ссылается на Бога, а затем ныряет в потусторонний мир. Реальная лотерея начинается, когда мертвый начинает говорить в голове медиума. Окей, первая связь уже получена. Я чувствую кого-то по имени Чарльз. У этого джентльмена на той стороне были проблемы с грудной клеткой. И еще что-то насчет имени, которое звучит как Девон. Мне кажется, я слышу это имя, может звучать как Дэйв, Девон или Давенпорт. Я чувствую, это где-то у нас. Кто-нибудь здесь понимает, о чем речь? Дама возле книжной полки. Вам, случайно, не знаком кто-нибудь по имени Чарльз? Нет, но у меня есть дом в Давенпорте. У вас есть дом в Давенпорте? Окей. А не называется ли то, что вы делаете, холодным чтением? Смотря что вы называете холодным чтением. С рациональной точки зрения я говорю людям нечто, а они находят в этом соответствие. К поискам Чарльза мы вернемся через минуту, но позвольте сообщить вам некоторые подробности моих ощущений. Были ли у кого-то из вас проблемы с желудком? Потому что я чувствую дискомфорт при мысли о желудке. Для кого-нибудь из вас это имеет смысл? Хорошо. Может быть, вы поймете тогда, что дама, с которой я связываюсь сейчас на той стороне, будет тоже иметь проблемы с желудком, потому что мы об этом говорим. Ясно? Я ощущаю в связи с этой дамой кого-то, я бы сказал, очень удобно устроившегося. Более устроенную даму, чем та леди, что на связи. Так? Да. Я думаю, что если вы используете то, что делаю я и другие медиумы, вы найдете очень много вещей, которые не объяснить холодным чтением, потому что иногда появляется множество правдивых специфичных подробностей. Это похоже на рисунок или картину. На картину Стапса, знаете, лошади, свиньи, и так далее. Дама в белом, там, сзади. Это не про вас? Терпеть не могу, когда не получается установить связь. Так. Если бы я мог беседовать с кем-то в потустороннем мире, я бы задавал вопросы из серии «Каково быть мертвым?» или «Можете ли вы увидеть всю Вселенную?» Почему вы задаете им такие банальные вопросы? Да, хороший вопрос. Но я думаю, что случается так, что медиумизм приходит из нерациональной, невербальной части мозга субъекта. Я полагаю, что это смесь мыслей связного и моих. Это похоже на телефонную линию. Посмотрим, смогу ли я получить от нее больше информации. Если вы видите, что кто-то узнал свою бабушку и плачет, то этих слез достаточно, чтобы убедиться, что именно его бабушка сейчас на связи. Это может свидетельствовать просто об отчаянном желании выдать желаемое за действительное. Итак, совпадений со Стивеном Беннетом нет. Но мне кажется, что это как-то связано с разбитым автомобилем. Мой друг Бен погиб в автокатастрофе. Ваш друг Бен подошел. Итак, не Беннетом, а Бен. Так, посмотрим, смогу ли я описать Бена так, чтобы мы могли продолжить. Будь то правда или нет, но, по-моему, это просто эксплуатация уязвимости людей. Могу ли я утверждать, что вы думали о нем, покупая новые туфли? Я думаю о нем постоянно, но... Я ощущаю его вокруг себя в данный момент, и потому у меня установилась с ним тесная связь. Он передает вам свои извинения. Не кажется ли вам, что это может навредить некоторым людям? Вы не даете им отпустить тех, кого они любили и потеряли. Хороший вопрос. Но множество людей так воспитаны. Но я верю в то, что помогаю им двигаться вперед. Он дает мне ощущение того, что... Но движутся ли люди вперед? А может, они просто привыкли к спиритуальным спектаклям? Большинство здесь — это постоянные посетители. Крейг Гамильтон Паркер выглядит внушительным, пока не выясняется, что он уже читал эту девушку, понесшую утрату.
Он поменял резину на левом колесе перед аварией, и полиция думала, что это как-то связано. Вы мне уже прежде сообщали что-то про шину. О, а я вам что-то уже сообщал? Эй, позабыл. В любом случае, мне нужен тип чувств. И я верю, что это абсолютная правда. Вы реально в это верите? На все 100. Точно? Это абсолютная правда, потому что мне это было доказано, несмотря на мою веру и мою рациональность. Мне было показано много раз, что жизнь продолжается, и я сам лично убедился, когда испытал это со своим отцом. Я считаю, что невероятные вещи слишком личные, очень субъективные, с ними трудно спорить. Для меня это было переломом в жизни, и я верю, что я могу помогать другим. Снова и снова так называемые экстрасенсы критикуют науку и очевидные вещи. У меня есть собственное доказательство, и это верно для меня. Но, как и в случае с религией, если все зависит от личных ощущений, которые не могут быть доказаны или опровергнуты наукой, то каким образом это все может иметь значение для остальных? Далее я хочу показать, что получается, когда те, кто утверждают, что управляют мистическими силами, позволяют провести эксперимент. Так, я думаю, что это 4-й. Ну что ж, посмотрим, что у вас получилось. Враги разума. Я собираюсь показать, что научный взгляд на мир всегда наилучший, и объяснить, в чем опасность суеверий. Меня часто спрашивают, откуда я знаю, что духа или ясновидения не существует. Так я и не знаю. Кажется невероятным, но в отличие от фиксированного мировоззрения мистической веры, наука всегда открыта для новых возможностей. Ученые проверяют и перепроверяют доказательства, освежая наше понимание реальности. До недавнего времени ученые не знали, как летучие мыши летают в полной темноте. Может, у них есть паранормальное экстрасенсорное восприятие? В 1940 году американский зоолог Дональд Гриффин экспериментально показал, что летучие мыши используют сонарную эхолокацию своих криков. В то время сонар был новейшим достижением военных технологий, и теория о том, что для летучих мышей это естественный процесс, смутила некоторых коллег Гриффина. Однако, чем больше ученые проводили экспериментов, тем сильнее становилась эта теория. Они открыли, чем на самом деле являются крики мышей, как они работают, как работает мозг. Все сложилось в единую картину взаимодополняющих этот факт данных. Именно это накопление множества подтверждающих данных и отличает открытие сонара мышей от предположения о паранормальных эффектах. Так называемые доказательства психического явления неустойчивы, они просто блуждающие огни. Чем больше на них смотреть, тем меньше они становятся. Предполагаемое обнаружение воды путем биолокации не совсем нелепо. Это может сработать. Но так ли это? Единственный способ узнать — провести точный эксперимент. Как работает биолокация? Это вопрос номер один, и никто не знает ответа. Я убежден, что мне что-то помогает в этом. Некоторые утверждают, что это Бог. Как вы это делаете? Каков принцип работы? Я задаю вопрос и призываю Бога указать мне путь, чтобы я понял. Моя правая рука — это одна точка камеры, левая — другая. Сейчас посмотрим. Да-да. Видите, оно заработало. Проходили ли вы тест в палатке? Да, конечно. Каков результат? О, я сделал 6 попыток. Да, ну и как? Один раз правильный. И что вы об этом думаете? Да, Бог посмеялся надо мной. Он любит шутки. Вам не понять.
Психолог Крис Френч считает, что тут может быть простое объяснение. Он посвятил свою карьеру исследованию доказательств паранормальных явлений. Сейчас он проводит тест на биолокацию, строго контролируемый двойной слепой тест. В каждом ряду, в каждом контейнере случайным образом помещена бутылка воды, в остальных — песок. Ни биолокаторы, ни тестеры не знают, что где лежит до вскрытия контейнеров. Никаких подсказок. Подобные двойные слепые тесты являются вершиной достижения научной мысли. Сейчас попробуем снова. Как правило, биолокаторы предоставляют множество смешных доказательств, множество историй о том, как они находили утечки в трубах соседей и тому подобное. Но всегда есть иное объяснение, и мы пытаемся создать условия, при которых исключаются другие объяснения, и мы приходим к фундаментальному основному вопросу. Могут ли биолокаторы действительно делать то, что они думают, что могут? Думаю, что 4-й. Да, таки 4-й. Так, посмотрим, что у вас получилось. Песок. Здесь у меня не получилось. В 5-м у нас вода. Снова песок. В этот раз вы угадали номер 3. Ага, это вода. И последний тест. Снова песок. В этот раз я снова ошиблась на 100%. Вы угадали 1 из 6, что и следовало ожидать от случайного эксперимента. Пока что результаты теста полностью соответствуют ожидаемому случайному распределению. Другими словами, это догадка. Никто не получил больше 2 из 6. 3-й баг. Точно 3-й? Понимают ли люди, которых вы тестируете, почему они участвуют в двойном слепом эксперименте? Как только я им рассказал об этом, и они поняли, что к чему, некоторые из них, кто скептически относился к своим возможностям, увидели, что это было необходимо. Любопытно то, что это вообще не повлияло на их самоуверенность. Вы полагаете, что они совершенно Я искренни? полагаю, что они искренне. И они обычно очень удивляются, когда мы проводим их через серию тестов. И обычно говорят в конце дня: «Да, ваша работа ничем не хуже, чем просто угадывание». И потом они всегда ищут какие-нибудь причины. Некоторые ищут оправдания, потому что они не прошли определенный тест. Я чувствую, что тест полностью неправилен. Я в шоке, у меня нет слов, я не понимаю, что произошло. Я с самого начала говорила, почему бы нам не разделить серые блоки и строительные доски? Я смогла бы с ними работать так, как делала это обычно последние 40 лет. Кто знает, где и что за бутылки были в баках? Так в этом-то и смысл, что никто не знает, не так ли? Но если бы вы разбирались в биолокации, как я, вы бы знали, что все представляется в виде рисунка. Такое отрицание экстраординарно. Даже смотря фактам в лицо, эти биолокаторы предпочитают отворачиваться от правды и оставаться в своем заблуждении. Вместо того, чтобы адаптироваться к очевидным вещам, многие из нас предпочитают использовать наследованный от наших примитивных предков способ мышления. Иррациональная вера от биолокации до ясновидения имеет корни в привычке раннего человечества приписывать дух и намерения природным явлениям, таким как вода, солнце, скала или море. Море часто считалось недоброжелательной силой, жаждущей вас заполучить. В 480 году до нашей эры царь Ксеркс Персидский построил понтонный мост через Геллеспонд, и бурное море пришло и разрушило его. Царь Ксеркс был настолько разъярен, что приказал сечь море 300 плетьми. Любопытно, что в нас есть что-то от царя Ксеркса и по сей день. Мы не хотим верить, что вещи просто случаются.
Мы хотим верить, что есть некий сорт преднамеренного вмешательства во всем. Даже там, где мы имеем дело с неодушевленными предметами. Возможно, в этом ключ к человеческой вере в сверхъестественное. Даже в 21 веке, несмотря на открытую наукой равнодушную необъятность Вселенной, человеческий разум остается экстравагантным рассказчиком, создающим намерения в хаотичной реальности. Однорукий бандит выдает вознаграждение случайным образом. Однако многие игроки хотят думать, что они могут увеличить свои шансы на выигрыш в джекпоте. Они стоят на одной ноге или одевают счастливую рубашку. Является ли это суеверное поведение побочным продуктом нашей эволюции? Всем диким животным приходится выступать в качестве природных статистиков при поиске образцов очевидной хаотичности природы, когда они ищут еду или пытаются избежать хищников. Они могут делать два вида ошибок. Они могут неудачно определить образец, когда их несколько. Или им может показаться, что они определили образец, когда его там нет, и это суеверие. 60 лет назад американский психолог Скиннер исследовал поведение голубей. Он поощрял их едой, когда они клевали ключ в аппарате питания. Но потом Скиннер настроил аппарат так, что он выдавал еду случайным образом. Все, что голубям было нужно, это сесть и ждать. Но они так не делали. Вместо этого основная их часть разработала то, что Скиннер назвал суеверное поведение. Когда один из голубей, например, случайно смотрел через свое левое плечо, а механизм выдачи еды срабатывал в этот момент, ему приходила в голову идея, что если смотреть через левое плечо, то можно получить еду, и он делал так снова. Если же случалось так, что механизм отдавал еду в то же самое время, тогда голубь убеждался, что если смотреть через левое плечо, то можно получить еду. И он продолжал в том же духе и начинал маниакально смотреть через левое плечо. Люди, бывают, ничем не лучше этих голубей. Мы постоянно создаем ложные срабатывания. Мы стучим по дереву на удачу, видим лица в сыре на бутерброде, ищем удачу в чайных листьях. Так мы обеспечиваем комфортную иллюзию смысла. Это человеческое свойство. Мы отчаянно хотим чувствовать, что в этом поразительно сложном мире на нас работает какая-то организующая сила. При иррациональном образе мышления, если вы верите в мистические образы, наложенные вами на реальность, вы называете себя духовным. Духовность — это ценный товар. СМИ говорят нам, что надо уважать духовных людей и их якобы глубокое проникновение в суть. Самоучители по духовности оживленно продаются в материальном мире и бьют научные книги со счетом 3:1. Но что в действительности означает духовность? Пожалуйста, занимайте места и заходите медленно и осторожно. И мы сможем начать, не теряя времени. Пожалуйста, заходите. Сатиш Кумар — редактор экологического журнала «Возрождение», сандаловой ветви зеленого движения. Среди его фанов принц Чарльз и Далай-лама. Я представляю всю историю эволюции. Я присутствовал в начале, в первом большом взрыве, и вернулся сюда через миллиарды лет. Но не является ли духовность Сатиша еще одним наложением суеверной позитивной силы? Мир создан из двух элементов. Один из них видимый, другой аспект сознания — это невидимое измерение.
вещи, которые мы не можем видеть. Я называю этот невидимый элемент духовностью. Когда вы заходите в комнату и говорите «здесь хорошо», в этой комнате есть дух. Ну, теперь вы переключились на что-то иное. Там дух очень большое, очень целостное и много содержащее слово. Его нельзя описать обычным способом. Поэтому, когда вы заходите в комнату, вы можете сказать, что дерево имеет дух. И скала имеет дух. Для меня это живой дух скалы. Природа без духа не может существовать. Так дерево не может существовать без солнечного света, без дождя, без почвы. Также не может существовать без деревянности. Деревянность — это духовное качество. Или скалистость. Да, и скалистость. Когда вы говорите о скалистости или качестве скалы, как ученый, я вижу, что у скалы есть твердость и подобные вещи. Но мне кажется, это не совсем то, что вы имеете в виду. Это звучит так, как будто то, что вы имеете в виду, это нечто, наложенное человеком-наблюдателем. Скала — это фактически... Но ведь скалистость скалы существует. Но это вопрос утверждения. Я имею в виду то, что вы сейчас просто это утверждаете. Утверждаю? Я это понимаю. Это мое понимание. Окей. Некоторые могут понимать более полно, чем другие. Но это не наложение. Это там. Все это выглядит поэтично, но это не реальность. Подобно священникам, муллам и раввинам, мистики новой эры пытаются заполнить промежутки в человеческом понимании сфабрикованными значениями. Науку и рациональность часто обвиняют в наличии холодной и мрачной перспективы. Но почему мрачно смотреть в глаза доказательствам, которые мы имеем? Слово «мирской» стало означать «унылый» и «скучный», но это неверно, должно быть наоборот, потому что латинское слово «мундус», от которого оно произошло, означает «мир», а мир — это все что угодно, только не скучный. Мир удивительный. Существует настоящая поэзия настоящего мира. Наука — это поэзия реальности. Но наука сегодня все еще под ударом. Далее я хочу показать опасность этого. Ну и почему я должен доверять обычным врачам или, например, королевскому обществу? Думаю, вы близки к правде, но также чертовски ошибаетесь. Враги разума. За последние 50 лет наука отправила человека на Луну, клонировала овцу, расшифровала геном человека. Увы, ажиотаж 60-х иссяк. Какой цвет вы видите, девчата? Правильный ответ – желтый. Предубеждение против науки проявляется в школах. Преподавание физики сократили вдвое за последние 25 лет. Химия сократилась более чем на треть. По всей стране закрываются университетские факультеты. Это предательство просвещения. Основная проблема, я думаю, состоит в новой моде системы образования. Учить школьников больше доверять своим ощущениям, нежели доказательствам на базе разума. Это уходит корнями в постмодернистскую релятивистскую повестку дня. Для релятивистов научная правда — это всего лишь западная ортодоксальность, которая, подобно старой римской католической церкви, стоит на пути разных, но одинаково действительных взглядов на мир. Паранормальные явления, альтернативная медицина, все эти виды движения в сторону от общепринятых норм науки я рассматриваю примерно как реформы католицизма. Интернет в некотором смысле — это источник информации, почти как печатная пресса 15-16 веков. Все это дает людям возможность искать что-то подходящее для себя самостоятельно, типа разных методов лечения и тому подобное, не доверяя больше экспертам.
Смотрите, почему я должен доверять обычным врачам или, к примеру, королевскому обществу? Я думаю, что это очень правдоподобно. Однако вы чертовски ошибаетесь. Вы абсолютно не правы. Мне бы хотелось развить вашу мысль. Нас волнует вопрос авторитета. Мы не хотим говорить, что если этот человек президент королевского общества, то все, что он говорит, верно. Мы ведь должны обратиться к доказательствам и выяснить, что есть на самом деле. Проблема, конечно же, в том, что люди могут находить такие же доказательства, но приходить к несколько иным выводам, чем те, к которым приходят руководители королевского общества. И они могут сказать: смотрите, я тоже вижу доказательства, но я этим не убежден. Тут вы начинаете получать своего рода открытие науки. Стив Фуллер, несомненно, прав в том, что интернет — это революция в нашем использовании и потреблении информации. Однако, безличные алгоритмы поисковых систем интернета не разделяют здравые доказательства от не имеющих источника неподтвержденных утверждений. Мир Википедии несет в себе как великую возможность, так и огромную опасность. Параноидальные теории заговора циркулируют беспрепятственно. Иногда они относительно безобидны, как, к примеру, слух о том, что НАСА фальсифицировала высадку на Луну, что несколько смешно, потому что есть веские доказательства полета на Луну. И совершенно необоснованного слуха о том, что 4000 евреев были предупреждены израильскими агентами 11 сентября. Это только один из лживых слухов, циркулирующий в качестве правды в сообществах расистов и религиозных фундаменталистов. Теперь такие люди могут находить друг друга в мире на расстоянии, нагнетая панику и усиливая свою паранойю и бред. В то время как доказательства утрачивают авторитет, даже медицинский прогресс становится мишенью. Через рвоту. Сотни семей обвиняют вакцину в возникновении аутизма, разрушении мозга и заболевании менингитом. Когда один отчет, сейчас полностью опровергнутый, ошибочно связал вакцину ММР с аутизмом, поползли слухи, что правительство создало заговор с целью подвергнуть риску здоровья детей. А это привело к тому, что сотни тысяч родителей не смогли защитить своих детей от кори, серьезного заболевания, которое уносит жизни 35 тысяч людей в год только в Афганистане. Это мир личных предчувствий и отсутствие уважения к доказательствам. Разум построил современный мир. Он драгоценная, но также и хрупкая вещь, которая может быть разъедена кажущейся безвредной иррациональностью. Мы обязаны поставить поддающиеся проверке доказательства выше наших личных ощущений. Иначе мы становимся уязвимыми для тех, кто пожелает скрыть правду. В следующем фильме «Как здравоохранение стало одним из жесточайших полей сражения между здравым смыслом и суевериями». На русский язык фильм дублирован студией LaFox Records. Starting next on E4, a telling word association test for the Big Brother housemates. And More 4 is getting to the heart of Britain's childhood obesity problem in Supersize Kids. Film 4 is showing Pitch Black, the cult sci-fi movie that shot Vin Diesel to fame. Here on 4, how far have 3 children who came to Britain 2 years ago embraced their new home?